Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Russian in Context с Инной и Ириной. Сегодня с вами Ирина. В этом выпуске мы выучим и поговорим о значении и употреблении некоторых слов современного разговорного языка, таких как лайфхак, драйвовый, барбершоп, дизлайк и подкаст. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы остаетесь с нами и слушаете наши подкасты на Spotify и Google Podcasts, что смотрите здесь наши видео и изучаете русский язык вместе с нами на страницах Инстаграма и Фейсбука. Хочу также напомнить вам, что каждому подкасту у нас есть субтитры на 10 языках. А теперь важная информация для всех. Хочу сообщить вам, что с месяца августа наши подкасты и видео будут все так же выходить в пятницу, но не так часто. Причиной этого является то, что в данный момент мы работаем над нашей веб-страницей, которую вы скоро сможете посетить и сможете продолжить изучать русский язык вместе с нами. А сейчас я хочу рассказать предысторию моего подкаста. Мой младший брат живет в Беларуси и шагает в ногу со временем. Этим я хочу сказать, что он современный парень, который с большим удовольствием использует в своей речи молодежный сленг, то есть разговорный язык молодых людей или жаргон. Часто в телефонном разговоре он употребляет новые современные слова и, например, такое, как лайфхак. Так и родилась идея этого подкаста – разобрать происхождение, значение и употребление некоторых слов современного вокабуляра. Ну что, начнем с любимого слова моего младшего брата – лайфхак. Британский журналист Дэнни О'Брайен в 2004 году позаимствовал, иначе говоря, взял и использовал это слово из IT-лексикона. Он соединил слова life, то есть жизнь, и hack, взлом. Слово лайфхак означает народную мудрость, совет или полезный совет. Полезные советы и трюки помогают нам решать ежедневные проблемы и помогают сэкономить время. А какие похожие выражения или слова мы употребляли в русском языке до появления этого слова? Наиболее близкие по смыслу слова – это полезный совет, полезный трюк, рецепт, смекалка или, иными словами, находчивость. В 2006 году слово «лайфхак» было названо одним из самых полезных слов после подкаст. Приведу вам несколько примеров слова в сочетании с другими членами предложения. Можно сказать, например, с глаголами «делиться лайфхаками», «привести в пример лайфхак», «использовать лайфхаки», «искать лайфхаки», с прилагательными «главный», «интересный», «полезный», «крутой», «свежий» или «новый», «умный», «лучший лайфхак», с существительными набор лайфхаков, сборник лайфхаков, коллекция лайфхаков. А теперь следующее слово – драйвовый. Прилагательное драйвовый образовано от английского слова drive и означает ритмичный, эмоционально насыщенный или электризующий. Это слово обычно связано с музыкой. Например,
драйвовое выступление группы, драйвовая музыка, драйвовый ритм или звук. А сейчас мы разберем одно популярное слово, которое, я уверена, будет интересно мужчинам. Барбершоп. Давайте разберемся, откуда появилось название барбершоп. Это английское слово, которое состоит из двух частей. Барба, что значит бродобрей, и шоп, то есть магазин. Иными словами, это место, где предлагают свои услуги бродобреи. Первые барбершопы появились в Южной Америке, так как горячие латиноамериканские мужчины отказались посещать женские парикмахерские. В барбершопах находились бар, бильярд, и даже можно было выкурить кубинскую сигару. В чем же отличие барбершопа от обычной парикмахерской? Здесь можно получить весь комплекс услуг, то есть набор услуг, сервис по уходу за собой, включая окрашивание волос, эпиляцию, маски и массаж, а в некоторых даже маникюр и педикюр. Здесь вам не только постригут волосы, но и подберут форму бороды. От такой темы перейдем к еще одному часто употребляемому слову молодежи, то есть молодых людей. Dislike. Dislike с английского dislike означает «не нравится». Dislike – прямая противоположность лайка, что означает «нравится». Дизлайки есть не везде. Например, на странице Фейсбука они отсутствуют, а на Ютьюбе можно вообще отключить лайки и дизлайки. А как же правильно пишется это слово? Дизлайк или дислайк? Вообще-то неправильного написания этого слова нет. В английском языке dislike произносится и пишется через «с». Поэтому советуют и в русском варианте сохранить написание с буквой «с». И не рекомендуют писать это слово через «з» – dislike. Приведу вам пару примеров со словом dislike. Это фото стало рекордсменом по дизлайкам. Какое ужасное видео! Надо поставить дизлайк. Ну, а в завершение рассмотрим, конечно же, само слово «подкаст», которое, как я упоминала выше, уже в 2006 году было названо одним из самых полезных слов. Подкаст – английское слово, которое возникло в результате объединения двух слов iPod и broadcast – передача, трансляция на радио или телевидении. В 2004 году британский журналист Бен Хэмерсли в своей статье The Guardian привел в пример плеер iPod. И все остальное просто удачная игра слов, как говорит он. В том же году бывшая знаменитость MTV Адам Карри стал первым, кто начал использовать термин «подкастинг». В 2005 году слово «подкаст» внесли в Оксфордский словарь как слово года.
А это возьмите на заметку. Иными словами, запомните. В английском или немецком языках в этом слове ударение, то есть акцент, падает на «о» и произносится как «подкаст», а в русском языке ударение падает на «а» – «подкаст». Подкасты можно разделить на речевые или музыкальные. Речевой подкаст чем-то похож на радиопередачу, а музыкальный подкаст состоит из длинного списка музыкальных композиций. На сегодняшний день существует множество сайтов и приложений, а именно apps, где можно выбирать подкасты по своим интересам. Надеюсь, и вы среди наших подкастов нашли интересующие вас темы. На этом мы и закончим. Желаю вам успеха и радости в изучении русского языка с Russian in Context с Инной и Ириной. До скорой встречи!